Well, hello everybody, it's me Alex, and we continue talking about conditionals, clothes, и мы продолжаем с вами разговор о придаточных условиях. И я Алекс, and I'm happy that you are with me, that you are listening to this program, that you are a part of our English club, and we focus on grammar today. It's, I think, the third class of this theme on conditionals. Мы продолжаем сегодня говорить о придаточных условиях, и мы говорим о тех словах, которые соединяют две части придаточных условий, то есть главную часть и придаточное предложение. Ну, не стоит слишком пугаться этого грозного слова придаточное предложение. Да, есть главное предложение, есть придаточное предложение. Почему оно называется главным? Потому что оно может существовать в одиночестве, без придаточного предложения. Смысл при этом не теряется. Что такое придаточное предложение? Придаточное – это придаток. Это предложение теряет смысл, если не используется вместе с главным предложением. И между этими двумя частями есть слова для соединения, для логического перехода. Вот об этих словах мы говорили на двух предыдущих уроках. Сегодня вот третий урок. Мы работаем вместе с известной учительницей, native speaker, преподавательницей английского. И у вас уже появляется опыт того, как, скажем, вы стали бы пребывать в англоязычной школе, где все преподаватели нейтивы, для которых английский это родной язык, это тоже, в общем-то, медаль, которая имеет две стороны. Окей, монетка с двумя сторонами. Ну, разберетесь. Итак, поехали. Right. Let's now look at another very common expression in conditional sentences, which is unless. Unless also expresses a strict condition. It replaces if not, therefore it's always followed by a positive verb. Okay. Итак, мы переходим к связующему слову unless. Если не. Unless also expresses a strict condition. Это слово используется при строгих определенных условиях в придаточном предложении. It replaces if not, therefore it is always followed by a positive verb. Окей, что здесь надо сказать? Unless, если нет, то в этом слове уже спрятано отрицание. Вот здесь в чем смысл. А в английском предложении не может быть двух отрицаний, в отличие от русского языка. Поэтому, если вы используете как связующий элемент слово unless, в придаточном условии уже не может быть отрицания. Там только должно быть положительное предложение. Ну, давайте посмотрим, например. So, starting with if and not, no one will buy it if we do not reduce its price. No one will buy it if we do not reduce its price. Никто не будет покупать это, если мы не снизим цену. Здесь все нормально. If we do not reduce its price. Одно отрицание. Okay. We can replace if not with unless. No one will buy it unless we reduce its price. No one will buy it unless we reduce its price. Окей. Никто не будет это покупать, если мы не, unless, если не снизить цену. Окей, здесь unless, и после unless идет придаточное условие, при условии, но оно в положительной форме. So notice that it's unless we reduce. Positive verb. Positive. Or, if its price were not reduced, no one would buy it. If its price were not reduced, no one would buy it.
Окей, здесь мы слезаем в очень сложную грамматику. Это так называемое conditional to, второе условное предложение. Conditional to and conditional three используются в так называемом сослагательном наклонении. Ну, тоже не надо сильно пугаться, наверное, будет отдельная тематика по этому вопросу. И перевод здесь такой. Если бы мы не снизили цену, никто бы это не купил. Я использовал бы. Вот это вот и есть сослагательное наклонение. Но дело в том, что это сослагательное наклонение относится к настоящему времени. То есть это мы делаем сейчас. Окей. Let's replace if not with unless. Unless its price were reduced, no one would buy it. Unless its price were reduced, no one would buy it. Итак, вставили unless. Дальше идет положительное предложение при условии, что если бы мы не сбавили цену, то никто бы это не стал покупать. Ну, вот такая навороченная конструкция. Окей, мы сбавили цену сегодня и начали покупать сегодня этот продукт люди. И дело в том, что это относится к настоящему моменту времени. Good. Это conditional to. Unless is used both in speaking and writing. Unless is used in both speaking and writing. Unless может быть как формой разговорной, так и письменной речи. Now, a little note about unless. You cannot use unless for something that did not happen. For example, let's say that we reduced the price and many people bought it. This is what actually happened. We can use the third conditional and express the opposite. We can say, if we had not reduced the price, no one would have bought it. Okay. Unless такое слово, которое показывает, что в придаточном предложении обязательно должно что-то произойти. Пример. We reduced the price and many people bought it. Мы снизили цену, и многие люди купили это. Это предложение относится к прошедшему времени. Обычное предложение. Теперь мы переходим к условному предложению. If we had not reduced the price, no one would have bought it. Условное. С if, third conditional. Это предложение, которое относится к сослагательному наклонению. Более того, это сослагательное наклонение относится к прошедшему времени. То есть, если бы мы не снизили цену, никто бы это не купил. В прошлом. Это уже все произошло в прошлом. Okay. But we cannot say in this situation, unless we'd reduce the price, no one would have bought it. It just doesn't make sense. Therefore, because of this, unless is not often used in third conditional sentences. Ну, давайте я не буду вникать вот в эти навороты, такие глубокие навороты по жизни, которые никогда не встречаются. Ни разу мне такого вот в реальной жизни за большой период преподавания языка ни разу не попадалась такая конструкция. Но можно, в принципе, последнюю фразу и запомнить. Because of this, unless is not often used in third conditional sentences. Просто запомнить, что unless, слово unless не используется в придаточных предложениях условия number three. Ну, эти условные придаточные предложения относятся к прошедшему времени и передают сослагательное наклонение. Вот такая ужасно серьезная грамматика. Ну, насколько она в жизни нужна, я бы так сказал, что мы всегда стремимся, к каким-то
преодолением каких-то вершин, каких-то планок. Поэтому, значит, мы, в принципе, должны знать главные элементы английской грамматики. И слагательное наклонение, естественно, относится к главным элементам английской грамматики. И в этом случае опять небольшое отступление. Кто как говорит, кто как пишет, насколько грамотная речь у человека, насколько грамотное письмо. Это все абсолютно одинаково, предполагаю, для всех языков. Ближе мне всего русский язык и английский язык. И то же самое происходит в русском, насколько грамотна ваша речь, насколько вы пишете грамотно. Это в большой степени зависит от той структуры грамматики, которую вы используете. Может быть, вы и не чувствуете это. То же самое относится к английскому языку. Да, человек, может быть, из-за того, что язык является родной, на автомате использует все эти second conditional, third conditional, но это говорит о том, что у человека хороший бэкграунд, хорошее образование, которое он получил, и это все очень слышно, и это очень все легко понимается при встрече с таким человеком. Условно говоря, у меня была возможность и поучиться за рубежом, и попреподавать за рубежом. И когда ты встречаешь человека на улице, это один разговор, и у тебя, когда завязывается какое-то общение, ты много из того, что сказал этот человек случайный на улице, не обижая никого, человек с недостаточным образованием, из глухой, условно говоря, деревни, как мы говорим, это все сразу чувствуется, это все сразу слышится. И когда ты приходишь в университет, или в другое общественное заведение, и когда ты слышишь лекторов, или когда ты слышишь других людей, общающихся с публикой, ты прекрасно понимаешь их речь, и из-за того, что есть понимание базисной грамматики, и люди используют ее. Окей, в принципе, конечно, можно и ограничиться до уровня смс-ок. В этом смысле, может быть, и мы донесем определенный смысл для того, с кем мы общаемся, но это далеко от классического понимания выражения «я знаю язык». Неважно, я знаю русский язык, я знаю английский язык, я знаю немецкий язык, китайский, японский и так далее. Окей, может быть, какой-то... Alright, наверное, в следующий раз есть еще мысли, с которыми я бы хотел поделиться. Продолжаем разговор. Right. Finishing off with two other expressions, which are in case and in the event. When the if clause expresses a possibility of an action taking place rather than a specific condition, you cannot use the conjunctions listed previously. By this I mean as long as, so long as, provided that, providing that, and on condition that. You cannot use those subordinating conjunctions when the if clause expresses a possibility. Instead, you can use in case or in case that in informal contexts, and in the event or in the event that in formal contexts. Окей. Здесь было очень много сказано. Было сказано много, исходя из того, что очень сильно отличается ментальность английского человека. Например, это мои предположения от ментальности японца, от ментальности азиата. И в этом случае она очень долго рассказывала, что некоторые связующие слова употреблять нельзя.
но мы относимся к европейским ментальным структурам, окей, и поэтому у нас очень близкое понимание. Я не буду говорить то, что она так много рассказывала, я просто скажу, что in case that, в случае если, in the event that, в случае если, in the event that, мы используем эти связующие конструкции совершенно логично и совершенно нормально, потому что наша логика соответствует, условно говоря, британской ментальности. У нас никаких здесь ошибок нет, поэтому мы просто помним, что in case that, в случае если, in the event that, в случае если, при событии что, мы совершенно спокойно управляемся с этой конструкцией, смотрим примеры, переводим. For example, I'll catch a taxi if I miss the last bus. I'll catch a taxi if I miss the last bus. Я возьму такси, если я пропущу последний автобус. So you can't say, I'll catch a taxi as long as I miss the last bus. That doesn't work. But you can say, I'll catch a taxi in case that I miss the last bus. Не буду читать зачеркнутым красное предложение, навороченное. Никогда мы не делаем этих ошибок. И читаю последнее. I'll catch a taxi in case that I miss the last bus. Я возьму такси в случае, если я пропущу последний автобус. Совершенно логичная фраза русская, она совершенно ложится в контекст английского предложения. And in a more formal context, we can use in the event that. For example, if train services are disrupted, buses will be provided for the affected journeys. If train services are disrupted, buses will be provided for affected journeys. Ну, вот теперь мы переходим к формальному языку, формальному, строгому, такому, может быть, излишне навороченному. Ну, наверное, можно предположить, что эта надпись будет вывешена где-то рядом с железнодорожной платформой, потому что переводится она как с железнодорожной станции в случае, если железнодорожное движение будет по каким-то причинам прервано, автобусы будут поданы для эффективного перемещения. Автобусы will be provided for the affected journeys. В этом случае, если будет прервано по каким-то причинам железнодорожное движение, будут поданы автобусы, или передвижение будет осуществляться с поданными автобусами. Такая фраза. На русский даже тяжело эквивалент подобрать. You cannot say, in this case, on condition train services are disrupted, buses will be provided for all the affected journeys. It just doesn't make sense. But you can use in the event or in the event that. In the event that train services are disrupted, buses will be provided for the affected journeys. Опять не перевожу зачеркнутым красным предложение, совершенно навороченное, никогда мы таким образом не скажем, это к нам никаким образом не относится. Я читаю последнее. In the event that train services are disrupted, buses will be provided for the affected journeys. Ну, то же самое, только здесь мы используем формальное связующее слово, группу слов. In the event, в случае, при событии, если случится перерыв в железнодорожном движении, будут поданы автобусы для перевозки пассажиров. Ну, вот такая структура. Окей. Right. To finish, actually, we're going to look at one, which is the conjunctive adverb otherwise, which can also be used to express a condition. For example, we must reduce the price, otherwise no one will buy it. The conjunctive adverb otherwise can also be used
to express a condition. Ну и еще связующее слово, можно, конечно, его перевести, что это adverb, это наречный союз, но это можно об этом говорить, что adverb это наречие, это наречный союз, но просто надо запомнить otherwise в противном случае, otherwise в противном случае, тоже как связующее слово используется. We must reduce the price, otherwise no one will buy it. Мы должны снизить цену, в противном случае никто не будет покупать это. Все ложится в логику русского языка. I had missed the last bus. Otherwise, I wouldn't have caught a taxi. I had missed the last bus. Otherwise, I wouldn't have caught a taxi. Я пропустил последний автобус. В противном случае я не стал бы брать такси. Вот такое объяснение, почему я приехал на такси. Это conditional 3, условное, относящаяся к прошедшему времени, жутко навороченная конструкция, но еще раз. I had missed the last bus, otherwise I wouldn't have caught a taxi. Я пропустил последний автобус. В противном случае я бы не стал брать такси. Ну, вот такая. Даже в русском языке мы чувствуем, что слишком тяжеловесная конструкция. По крайней мере, для разговорного языка точно. Может быть, для какой-то литературы классической. Otherwise is used also both in speaking and in writing. Otherwise is used both in speaking and writing. Это связующее слово в противном случае, что используется как в разговоре, так и на письме. Okay, that's all for the lesson. We can now move on to the exercises. Окей. Итак, мы на следующей нашей встрече перейдем к упражнениям, к практике, очень важная деталь. Well, and probably I'm going to say goodbye to you. We did a lot. We talked about very, very hard topic. It was about conditionals, and I hope now I understand it's much better than before the class. I'm saying goodbye to you. Appreciate you staying with me. Appreciate you listening to this program. I hope to see you again at the School of English in Pushkino. All the best. Bye-bye, Alex.